Утро на побережье начиналось как обычно. Солнце еще не успело подняться над горизонтом, лишь окрасило далекие облака в нежные розовато-золотые тона. Молодой парень по имени Марк любил эти часы. В это время пляж казался уединенным храмом, где слышался только мерный, успокаивающий шум прибоя. Песок, еще влажный и прохладный после ночного отлива, приятно холодил босые ступни. Марк совершал свою ежедневную пробежку, вдыхая полной грудью солоноватый морской воздух. Океан казался спокойным и безмятежным, но Марк знал, как обманчиво бывает эта стихия. Ночью бушевал сильный шторм, и волны с грохотом обрушивались на берег. Сейчас вода отступила, оставив на песчаной косе россыпи ракушек, причудливые водоросли и обломки древесины. Марк уже собирался повернуть обратно к дому, как вдруг его взгляд зацепился за странный силуэт вдали. На ровной линии пустынного пляжа выделялось темное пятно. С такого расстояния оно напоминало крупный кусок гладкого пластика или выброшенное бревно. Но что-то в очертаниях этого объекта заставило парня остановиться. Сердце у него тревожно сжалось. Присмотревшись, он заметил едва уловимое движение. Над темным телом на мгновение поднялся и снова бессильно опустился серповидный плавник. «О нет», — прошептал Марк, мгновенно осознав, что произошло. Он сорвался с места и побежал так быстро, как только мог. Каждая секунда была на счету. С каждым шагом очертания становились все четче. Это был дельфин. Крупное, красивое животное оказалось в ловушке на суше, отчаянно борясь за свою жизнь вдали от спасительных волн. Когда Марк подбежал ближе, перед ним предстала душераздирающая картина. Большой дельфин лежал посреди песчаного пляжа, полностью отрезанный от воды. Во время ночного прилива или шторма его, должно быть, выбросило слишком далеко на берег, а когда океан отступил, животное осталось один на один с безжалостной сушей. Кромка воды находилась в десятках метров, и для обитателя океана это расстояние было непреодолимой пропастью. Дельфин был истощен. Его гладкая темная кожа уже начала подсыхать под первыми лучами утреннего солнца, что представляло смертельную опасность для морского млекопитающего. Вокруг него песок был разрыт, явный признак того, что животное долго и мучительно билось, пытаясь ползти к воде, но лишь глубже зарывалось в песчаную яму. Его большой хвост бессильно лежал на земле, лишь изредка вздрагивая от судорог. Самым страшным для Марка был взгляд животного. Большой темный глаз дельфина был открыт. В нем читались глубокая усталость, паника и полное бессилие. Дельфин дышал тяжело, с хрипом через дыхало на спине. Он понимал, что умирает. Марк на секунду замер, оценивая ситуацию. Вокруг не было ни души. Телефон остался в доме, да и ждать спасательные службы времени не было. Солнце поднималось все выше, и сухой воздух быстро губил дельфина. Парень понял, что он — единственная надежда этого существа. Ему придется действовать в одиночку. Марк подошел к дельфину со спины, стараясь не делать резких движений, чтобы еще сильнее не напугать и без того измученное животное. Он наклонился, осторожно прикоснулся к прохладному, но уже нагревающемуся телу и начал аккуратно подкапывать песок под ним, пытаясь найти надежный обхват. «Я здесь, малыш. Все хорошо», — тяжело дыша заговорил Марк, и в его голосе слышалась смесь жалости и решимости. «Прости меня. Прости. Я знаю, что тебе больно». Дельфин, почувствовав прикосновение человека, испуганно затрепетал. Он начал отчаянно бить хвостом, пытаясь вырваться, взрывая облака песка. Животное весило не 100 килограммов, и в его теле все еще оставалась первобытная, дикая сила. От резких ударов хвоста Марку пришлось отпрянуть, но он тут же вернулся. «Тихо, тихо, спокойно, все хорошо», — шептал парень, стараясь удержать бьющееся тело. «Извини, я не хочу сделать тебе больно, дружище. Мы выберемся, мы доберемся до воды, обещаю».
Марк попытался сдвинуть дельфина, обхватив его руками под плавниками. Он напряг все мышцы, уперся ногами в ускользающий песок и потянул. Но дельфин практически не сдвинулся с места. Мокрая кожа скользила в руках, а огромный вес животного делал задачу почти невыполнимой для одного человека. Песок под ногами проваливался, лишая опоры. Каждый рывок давался Марку с огромным трудом. На лбу выступил пот, дыхание сбилось, а мышцы начали гореть от нечеловеческого напряжения. Дельфин снова забился, хрипло вдыхая воздух, и Марк чувствовал, как с каждым движением силы покидают его морского друга. «Потерпи, еще немного», — хрипел Марк, снова и снова наклоняясь над животным. Его сердце разрывалось от вида этих страданий. Он постоянно извинялся перед дельфином за то, что причиняет ему боль своими попытками тащить его по сухому песку, но другого выхода просто не было. Поняв, что поднять или катить дельфина не получится, Марк принял единственное возможное решение. Ему нужно было аккуратно, шаг за шагом, волоком тащить животное к воде, стараясь минимально травмировать его нежную кожу. Парень зашел со стороны хвоста, крепко, но осторожно обхватил мощное основание хвостового плавника. Это было тяжело. Дельфин продолжал слабо сопротивляться, не понимая, что человек пытается его спасти. «Давай, родной, помогай мне», — скомандовал Марк сам себе. Он резко потянул дельфина на себя. Темное тело неохотно, с глухим шуршанием сдвинулось на несколько сантиметров по песку. Марк сделал шаг назад, снова уперся ногами и потянул. Еще полметра. Солнце уже полностью вышло из-за горизонта, начинает припекать. Парень понимал, что если он остановится хотя бы на минуту, чтобы перевести дух, дельфин может не выжить. Они двигались мучительно медленно. Марк пятился спиной к океану, волоча за собой огромного пленника. Его руки затекли, дыхание превратилось в тяжелые хрипы, но он не сдавался. Перед глазами все плыло от усталости, но парень видел только дельфина и приближающуюся линию прибоя. Вдруг первая небольшая волна докатилась до них, лизнув ноги Марка и коснувшись хвоста дельфина. Почувствовав родную стихию, животное словно ожило. Оно слабее, но более осознанно зашевелило плавниками. Это придало Марку новый прилив адреналина. Еще один мощный рывок, затем еще один. Теперь они были уже по колено в воде. Песок под дельфином стал мокрым и податливым, облегчая скольжение. Набегающие волны начали подхватывать тяжелое тело, возвращая ему былую легкость. Марк зашел в воду уже по пояс, увлекая дельфина за собой на глубину, где тот наконец-то смог полностью оторваться от дна. Парень отпустил хвост животного и бережно придержал его за бока, помогая удерживать равновесие на воде. Дельфин, столько времени проведший на суше, сначала казался дезориентированным. Он тяжело дышал, его покачивало на волнах. Марк стоял рядом, сдерживая набегающие слезы усталости и облегчения. Он аккуратно гладил дельфина по гладкой спине, смывая остатки песка. «Ну вот и все, ты дома», — тихо сказал он. «Плыви». Дельфин сделал глубокий вдох через дыхало, на секунду задержался рядом с человеком, словно осознавая, что кошмар позади, а затем уверенно взмахнул хвостом. Его мощное тело плавно скользнуло вглубь океана. Через мгновение над водой показался его четкий красивый плавник, уходящий все дальше к горизонту. Марк стоял в воде, тяжело дыша, и смотрел ему вслед. Вся усталость мгновенно испарилась, уступив место невероятному чувству победы и радости. Он вскинул руки вверх и громко закричал от счастья на весь пустынный пляж. «Да! Ура!» Океан продолжал шуметь, но теперь этот шум казался Марку не грозным, а благодарным. Он спас жизнь, и это утро навсегда изменило его мир.